Вторая половина фильма переносит нас в 43-й год, где офицер СМЕРШа пишет на бланке НКВД. Михалков вновь решает добавить юмора. Задницы и торта ему оказалось недостаточно. Дело в том, что напротив офицера сидит человек, который со слезами на глазах рассказывает об оккупации. А офицер СМЕРШа, как бы слушая, пишет явку с повинной от лица Пушкина, что, дескать, тот стрелял в Дантеса. А при записи показаний в немецких концлагерях подобный юмор тоже был. Почему нас здесь держат как арестантов? Потому что СМЕРШ. Офицер СМЕРШа сообщает, что Котовы из раза в раз пытались перевести из штрафбата в действующие части. То за ранение, то за геройство, то истек срок службы в штрафбате. Но он всегда отказывался. Далее нас вновь переносят, на этот раз в октябрь 41-го года. И мы видим курсантов. Неужто Михалков наконец покажет нам доблесть и отвагу? И не только его персонажа, а именно 10-й роты курсантов, которая вместе с другими отделениями под началом генерал-майор Панфилова удерживала превосходящие силы противника на Волоколамском боевом участке. Благо, они были хорошо обучены, что позволило им с 12 октября до 20 ноября держать оборону, а потом отступить и занять новый оборонительный рубеж. Но вдруг оказывается, что полк влился не в состав 16-й армии, а в состав к сброду уголовников, которые собрались останавливать танки кроватями. Далее следует парочка неплохих сцен, и атмосфера, которая чуть-чуть подняла голову из окопа, неожиданно начинает лихорадочно зарываться еще глубже в землю. Сейчас лямки намострячу. Какие лямки? Это ж дверь, Юрок. Я вперед с винтовкой, а дверь сзади. И все пули в нее. Ой. То есть стрелять в спину будут свои? Или ты собрался развернуться и убегать от немцев? Господи, да это же дверь! Она пистолетную-то пулю вряд ли остановит. Наверное, в траншее так удобнее передвигаться. Понимаете, все окружение Котовых — это предатели и дезертиры. В данном случае, кроме курсантов. А люди поближе, мягко сказать, недалекие. Или я не прав? Это что за хрень такая? Сапер, блядь. Опа! Слушай, чего? Да иди. Великое кино о Великой войне. Далее Михалков вновь пускается в аллегории. Под аллегориями я подразумеваю... вы в курсе. Хорош нам сказки-то рассказывать. Well, no shit. What have we got here? A fucking comedian. Я все-таки командир Красной Армии. Что? Кто командир Красной Армии? Да говно не командир! Понял меня! Дано. Командир курсантов и логичная просьба доложиться. А также знание комбата штрафников, что всех сажают и всех расстреливают за малейшие провинности. Плюс строчка в уставе о суровых наказаниях в военное время за прилюдные оскорбления. Решение. Есть доложить по порядку. Во-первых, мне насрать, в каком ты звании. Миронов говорит, что эта элита ему не нужна, но все же гений тактики сажает всех в одну траншею. Казалось бы, фланги открыты, оборона непригодна. Казалось бы, теоретически подкованному капитану это должно быть очевидно. И все было бы понятно, если бы у вас народу не хватало. Но тут, оказывается, у штрафников еще есть и пушка. Подбегает отличник боевой подготовки и начинает говорить характеристики пушки. Правда, он забывает упомянуть, что это пушка из будущего. Видимо, это экспериментальный штрафбат, который тоже из будущего. Но это, как отмечал сам Михалков, одно из маленьких художественных допущений. Наступает затишье перед бурей, которую прерывает молитва штрафника. К нему подходит курсант и говорит, что его отца Мулу, конечно же, расстреляли. Правда, он не говорит, каким это образом сына расстрелянного Мулы, при этом мусульманина, взяли в кремлевский полк. Далее мы видим кадры, которые говорят, мог бы получиться хороший фильм о войне. По крайней мере, сцена со случайным выстрелом построена отлично. Раздается звук техники с тыла. В окопах радостно кричат: наши танки едут. Нарушая прямой приказ командиров и собственного чувства самосохранения, один из кремлевских курсантов бежит в туман навстречу звуку. И никто из сослуживцев его не пытался остановить. Отличник теоретической подготовки кремлевский курсант не узнает, что это немецкий танк. Многие упрекали этот глупый момент, но только не я. Как курсант в 41-м году может знать танк, который появится в 42-м? Ах, ну да, хотя бы по цвету. Далее этот отличник хочет узнать о судьбе своего брата, который тоже танкист. Открывается люк, и оттуда вылетает шоколадка, которую ловит тупой советский солдат. А вежливый и благородный немец просто просит отойти с дороги. Немцы, как известно, пришли с миром, чтобы освободить русских людей. А захоронения, лагеря, задокументированные зверства — это все подделка и пропаганда большевиков.
Повторюсь, видимо, немцам не приходилось воевать ни в Европе, ни в России. До этого рубежа они дошли абсолютно спокойно, не боясь за собственной жизни. Именно поэтому он чувствует себя в безопасности. У фашистов же была гуманитарная миссия. Храбрый, но предельно тупой советский солдат провоцирует немца, пытаясь уничтожить вражеский танк штык-ножом. Поэтому немцам пришлось его переехать. Как известно, советский солдат был не способен отпустить винтовку. Ведь она одна на 3. Так как даже часовых поставить по периметру не додумались. Только не говорите, что кремлевские курсанты не знали, что так можно. Немцы обошли, как и полагалось, с флангов. Всей гурьбой, дабы поскорее отдать свой долг родине. Командиры и остальные защитники встают у пушки. Они даже вроде как подбивают один танк. Свою наглую провокацию они сопровождают гулом радости, по которому не пальнул бы только ленивый. И вот она, война, во всем ее масштабе. Треск стрельбы, вспышки в тумане. Эта сцена как книга, дорисовывай воображение. Пока тупые советские солдаты гибнут, единственный, кто дает хоть какой-то отпор, бравый штрафник Котов. Стреляет, матерится, кромсает немцев лопаткой. В общем, единственный солдат среди сброда статистов, которые должны умереть. И словно Миллер ведет огонь по танку, явно не понимая значения слова «рикошет». Так заканчивается последняя боевая сцена великого фильма о Великой войне. Далее идет символичная и сильная сцена, которую я считал таковой до просмотра фильма «Это мы, Господи», который также имел допущение и который также немного не соответствовал истории, но который все равно цеплял и рассказывал о той же 10-й роте. Человека-дверь тем временем накрыла 10-тонной башней от танка, которую Котов приподнимает, Максимум силы. освобождая тем самым Юрка. Так как оба командира радовались победам вместе, то и горе поражения делят пополам. Нам демонстрируют кишки. Правда, один капитан умирает быстро, а второй, не испытывая никакого дискомфорта, размышляет о дурости руководства. Ах ты, твою же мать, 240 человек детей, а? А где наши танки? А? Где наши красные соколы наши? Где летчики-герои наши? Где они, суки? Где самолеты-то их? Где они? Ах вы! Но о своих тактических способностях, конечно же, в срывающей покровы речи он забывает упомянуть. В отличие от того же спасения рядового Райана, Брестской крепости, где боль людей буквально чувствовалась на себе, и все жестокие моменты действительно ужасали, в «Утомленных солнцем» это все выглядит фальшиво. И не только с точки зрения исполнения, но еще со стороны сопереживания. Чтобы зритель сопереживал, нужно, чтобы он хоть как-то ассоциировал себя с героем. Ну а если герой полный идиот, которому, грубо говоря, объясняют, что пистолет может убить, а он берет и направляет его себе в голову. После тяжелого боя, прямого попадания осколка снаряда в живот, Миронов из кармана достает керамическую кружку. Господи. Там вообще в Кремле у них кто-нибудь хоть понимает у них? Вообще, как с немцем воевать? Как его бить-то? К слову, в реальности курсанты знали, как бить фашиста. Уничтожив 500 солдат, захватив 8 пушек, 12 минометов и 20 единиц техники. И полк их расформировали только потому, что они выполнили боевую задачу. Но вернемся в реальность Михалкова, где полк уничтожили за 5 минут, а воевал лишь Котов. Миронов от нереальности сценария совершает самоубийство. Пролетают самолеты, которые со страшным гулом обрушивают на землю продырявленные ложки с надписью «Учебная». Дело в том, что иногда на марш-броски новобранцам советской армии выдавали ружье с просверленным стволом и надписью «Учебный». Ради шутки в вещмешки им также подкладывали вот такие ложки. То есть немцы обобрали 1000 новобранцев, на этих ложках написали нелогичные призывы к дезертирству и сбросили с самолета. Ладно, пускай. Но зачем сбрасывать на уже убитый пол? Мертвые вроде как не подвластны психическим атакам. И не надо говорить, что Михалков не мог найти реального тяжелого положения в 41-м. В тот год везде было чертово тяжелое положение. Почему не показать Могилев, Вязьму или реальную 10-ю роту? Из всей этой толпы недоумков за счет хорошей визуальной составляющей жалко лишь курсантов. Далее нам говорят, что штрафники выбрались к своим, видимо, для очередного получения несуществующего оружия и очередного суицидального задания. И вновь мы летим во времени, на этот раз в август 41 года, где в деревню вторгается воистину странное передовое соединение немцев. У них тут и танки, самоходки, броневики, грузовики, мотоциклы, автомобили и даже мега-отряд велосипедистов. Как говорится, все по секретным документам. 3 немцев бросают свое отделение, видимо, для армии, победившей Европу и уже продолжительное время воюющей в России. Это нормально.
нормально. Перебегают цыгане, которые, конечно же, не слышали и не в курсе, что с 1934 года в Германии на оккупированных территориях происходит какой-то там геноцид цыган. Они кричат, поют, хватают немца за форму, всячески мешая передвижению. Ну и всецело провоцируют. Потом неожиданно всей толпой начинают бежать за ним. И фашист открывает огонь по цыганам. И их жалко примерно так же, как людей, получивших премию Дарвина. Видимо, во вселенной Михалкова не существовало подписанной 13 мая 1941 года директивы об особой подсудности в районе Барбаросса и об особых мероприятиях войск. Она снимала ответственность с офицеров и солдат вермахта за будущие преступления на захваченной территории Советов. Мало того, она требовала безжалости. Один из примеров соблюдения всех конвенций, конечно же, Бабий Яр, где все 150 тысяч расстрелянных, наверное, были партизанами или представляли угрозу для войск вермахта. Главное помните, что наши предки сражались с по-рыцарски справедливым врагом, соблюдающим все понятия достоинства, благородства и чести. А 14 миллионов человек уничтожило СС. Почему не показать нормальных немцев по-другому, как это было в жизни? Есть масса задокументированных случаев проявления человечности, они тоже люди. Но здесь, ей-богу, я не верю. Надя пытается спрятаться в деревне, но никто не пускает ее в свой дом. Пусть скажет спасибо, что жители ее немцам не сдали. Мы же во вселенной Михалкова. Немцы, тем временем, не знающие понятия строй и партизаны, расходятся. Один забегает за Надей в сарай, потом туда заходит другой, а выбегают из сарая две женщины. Третий немец обнаруживает зверство русских на оккупированных территориях и абсолютно спокойных к звукам выстрела колонну немцев привлекает свисток. Они на Айнцвайн сгоняют всю деревню и просят привести виновных, дабы их наказать, а остальных отпустить. Надя удивляется, сколько людей в деревне и что никто ей не помог, как тогда на мине. Слушай-ка ты, целка-пионерка. Подружка отвечает, мол, сами виноваты, фрицев не убивали, сидели, мол, трусы. Котова говорит, что так нельзя. Совесть берет свое, и подружка хочет спасти деревню от сгорания заживо. Но Котова отвечать за свои поступки не хочет, и она доблестно останавливает подружку. Конечно же, приносит огнемет, с помощью которого сжигают ни в чем не повинное население в сарае. Они что, все эсэсовцы? Досмотрев до конца, как горит сарай, Котова бросается помогать, потом начинается истерия, и фильм достигает апогея своего паскудства. О, Бога, если веришь, пожалуйста, не мешай ему сейчас. Да не ему, потому что он не хочет нашей смерти. Значит, это он не хочет, он. Так просто оправдать богом собственные ошибки. Обратно 43-й, где нам говорят, что вновь Котов отказался от перевода из штрафбата и получил медаль за 42-й год. Телепортируемся в 42-й, где Котов штрафник упустил сверхважного языка. Почему ему вообще это задание поручили? Теперь он вынужден бегать и материться. В чистом поле, где только одна церковь, он упускает из виду языка. Нам показывают предвестников глупости. У фашистов проблема. В самолете застряла 250-килограммовая бомба. Один из фрицев отважно пытается с помощью ноги через несуществующий бомболюк отправить бомбу в свободный полет. Ну подождите, а как же конвенция? Вдруг внизу табор Красного Креста? Вы что, эсэсовцы? На земле тем временем от немца Котова отвлекают вещи дочери, найденные на полу церкви. А фашист идет на замах костылем. Удивительное наблюдение. На земле мы видим ясное небо. При этом самолет летит в непроглядной облачности. Теперь стоит задуматься, с какой высоты тогда примерно летит бомба, если привесив 250 килограмм, она, пробив крышу, зацепляется за цепочку люстры, что удерживает ее от взрыва. Господи, ну что за бред? Может, для кого-то это мелочь, такая же, как задница из самолета. Но 8 лет съемки, 50 миллионов бюджета. Времени, конечно, хватает, чтобы они выбежали из церкви. Кроме бомбы, судя по всему, взрываются еще и бочки с бензином, которые почему-то стояли в церкви. Поэтому взрыв именно такой. После чего Котов по-отечески лупит фашиста по заднице, а тот вовсю радуется и объясняет, как правильно ему завязать руки за спиной, чтобы возможность побега была минимальна. Я почему-то думал, что между Иванами и фрицами было противостояние. Видимо, взрыв бомбы стер память о земле, превращенной в пустыню, и убитых товарищах, с которыми воевал. Нам показывают сюжетную линию иконы, которая совершает путешествие от поля, где она находилась в церкви, до неизвестных развалин, где Котова в одиночку ищет раненых. Она находит обгоревшего и раненого танкиста, который мучается в агонии. После перевязки она вкалывает ему обезболивающее, которое через мгновение начинает действовать, и боль сменяет похоть. Покажи сиськи.
После изучения материалов на данную тематику у меня сложилось впечатление, что время было другое, и люди кардинально отличались по характеру и поведению от современных во многих аспектах. Ну ладно, война, бывало всякое. По сути, ясно, что хотел сказать этой сценой Михалков. Но почему нельзя было сделать адекватнее, чтобы зритель правильно понял? Взять хотя бы те же мемуары, столько примеров, когда ты действительно осознаешь, что умирали молодые люди, которые не пожили вовсе. Неужто не ясно, что весь драматизм этой сцены губится одной репликой? Если суждено нам здесь, попросил бы у Господа Бога перед смертью бабу расцеловать. Танкист умирает, а Надя Котова не торопится одеваться, хотя, судя по всему, там суровый мороз. На этом и заканчивается предстояние. Великое кино о Великой войне. Взяв в частности за основу и показав лишь одну сторону медали, Михалков снял псевдоисторическое артхаусное кино, уготованное к юбилею 65 лет победы над фашистскими захватчиками, при этом продвигая свой фильм как исторически грамотное, масштабное военное полотно. И допустим, мы не заметили многочисленных ляпов, и пускай замечательные актеры больше играют Михалкова, нежели своих персонажей, но утомленные солнцем, в отличие от той же 9-й роты, которая к истории имела крайне малое отношение, показывает не героев, за которых хочется сопереживать, не чувство храбрости, чести, долга, которыми добывалась победа, а он показывает тупых, недалеких дезертиров, трусов и моральных уродов, которые, несомненно, были в то время. Но почему-то мне казалось, что они к победе имеют крайне малое отношение. Жалко лишь курсантов, если забыть, что они выставлены полными тупорями, и к реальности тоже не имеющим отношения, вопящим направо и налево, что все 65 лет снимали фильмы о подвигах и хороших людях, пора бы и другие снимать. Хочется задать вопрос: как можно сопереживать плохим персонажам? Не приукрашенным плохим, таким как Ганнибал Лектор или грабителям из фильма «Схватка», а вот именно плохим. Как должно выглядеть сопереживание какому-нибудь насильнику, убийце, предателю? Насколько надо развить характер персонажа, чтобы зритель забыл, как этот персонаж в начале фильма убивал своих? Да и в конце концов, 9 мая восхваляет несколько других людей, несколько другие качества, нежели показанные Михалковым. Также я хочу добавить о фильме «Брестская крепость». Фильм, который не поливает историю грязью, в чем, как мне кажется, огромная заслуга белорусов. И от всей души спасибо Александру Котту и лично Игорю Угольникову, который, несмотря на нехватку денег, почти полное отсутствие рекламы, смог все же довести проект до конца. И почему-то у него в фильме немцы используют самолеты не для того, чтобы показывать задницы, а для того, чтобы сбрасывать тяжелые бомбы, которые не застревают в люстрах. Сами немцы не благородные рыцари, а солдаты, достигающие поставленной цели всеми возможными методами. А герои, которым сопереживаешь, почему-то ведут себя как люди. Паникуют, иногда трусят и боятся за свою жизнь, но переступают через свой характер ради семьи, идеалов или за убитых товарищей. И война показана не как что-то абстрактное в тумане, а как ужасное и действительно страшное событие. Удивительно, но нашлось место и аллегориям. При этом данное замечательное кино, которое лично для меня на уровне «Спасения рядового Райана», стоит в 6 раз дешевле «Утомленных солнцем 2». К слову, в хорошем фильме глаза не ищут ляпы и недочеты, глаза смотрят фильм. Если Тарантино снял своих бесславных ублюдков, изначально показывая, что он дурачится, то Михалков снял отечественную версию бесславных ублюдков с абсолютно серьезным выражением лица. В итоге не получилось никаких ответов, ни нашей версии. Но даже если забыть все ляпы, всю ложь, заставить себя сопереживать героям, забыть, что фильм стоит $50 миллионов, мне все равно кажется, что получился бы плохой набор плохо связанных новелл. До сих пор не могу осознать, что этот же человек снимал свой среди чужих. И в итоге имеем положительный пример той же Брестской крепости или даже немецкого фильма «Сталинград» 93-го года выхода. Хочется задать вопрос: почему нельзя было снять фильм о нормальных людях, о доблестных поступках, основываясь на настоящих фактах и настоящей истории? От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.